Прежде чем начать просмотр, хочу сердечно поблагодарить всех, кто приобрел подписку и стал убийцей авторских прав на Бусти, где я выкладываю все созданные мной серии без всяких ограничений. По скриптум. Код Гиас выкладываю без ограничений на Бусти в открытом доступе. Приветствую, доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. С вами, как всегда, Гарги, и это уже 9-я серия 2-го сезона «Семья шпиона». Рука, которая пишет «Будущее». Амбициозное название. Ну, борьба до сих пор продолжается. Все устали, все напряжены. И никто ни черта не слышит. Красивые были фейерверки. Рад, что понравились. А еще прости, я не сумел отыскать Йор. Слишком уж лайнер этот большой. Жуть. А? Я ж совсем про маму позабыла. Надо скорее ее отыскать. Да. Чего это СГБшники вдруг засуетились? Что случилось? Личный состав по тревоге. В одном из помещений На корабле бомба? Какая еще бомба? Но кто поставил? И на кой черт? И что делать? Собрать информацию? Да ну. СГБ явно само разберется. Разберутся. Тревать слишком рискованно. Да. Хотя... Всякое может случиться. Если учесть угрозу взрыва, едва ли мне стоит отсиживаться. Но ведь и Аню одну не оставишь. Как быть? Я еще совсем не наигралась. Ань... Черт, как не вовремя. Поэтому я пойду вон туда, а ты, папа, возвращайся в каюту. Детская комната? А вот это удачно. Хорошо. Я тогда прогуляюсь пока, а потом зайду за тобой. Аня уважуха. Аня уважуха. Присмотрите, пожалуйста, за дочкой. Ее зовут Аня. Да, конечно. Ух ты, можно с мячиком поиграть. Отлично. Теперь за дело. Ну что ж, Анечка, во что будем играть? Я с мячиком сейчас развлекаюсь. Умничка, хорошо получается. Но скоро мне это надоест. Ага. Надоело. Понимаю, я бы тоже устала. Теперь я хочу рисовать. Конечно. Минуточку. Нашла, Беги. что будем рисовать? И свалила. О, Аня, а ты где? Да, классный воспитатель. Классный. Аня, удачи. О, давайте, ребята, продемонстрируйте, что умеете. Чик-чик. Ну что, можешь разминировать? Не нуди. Дай осмотреть нормально. Ну уже давай, дружище, у нас куча важных шишек на борту. Да не говорите вы под руку. Я слышал, что вы нашли где-то тут бомбу. Лоль. Да, она прямо здесь. Здравствуйте. В молодости я служил на флоте и как раз занимался саперной работой. Конечно. Я был бы рад вам помочь. Ого. Подскажите, перенести ее отсюда можно? Не получится. Она сразу взорвется. BCP-62, что ли? Да еще и с таймером. Такие обычно ставят западные радикалы. Цель – важная шишка с востока? Или вообще весь корабль? Свои, да? В штабе бы меня о таком точно предупредили. Хотя такую бомбу могли выбрать, и чтобы подставить Весталис. Эй, ну что там? Сможешь обезвредить? Да, с легкостью. Да? Нифига себе. Бомбой пусть папа разбирается, а я пойду маму выручать. Ну где она? Давай, включай свой локатор. Подумать только, в одиночку перебила почти всех убийц. Ох, и опасная же женщина. Это мама. Это же мысли злодея. Где? Пожалуй, пора сворачиваться. Тем более, что денег я заработал с лихвой. Надо точно. валить куда подальше, пока гиены до меня не добрались. Ну Замочить. а вы, дурачки, наслаждайтесь последними минутами жизни. Он где-то на носу корабля. Еще немного, и лайнер пойдет на морское дно. Но никто ничего и не заметит, пока не будет уже поздно. Ой, я потеряла злодея. Ну и ладно, сейчас надо маму спасать. Скорее на крышу на носу. Скорее на крышу Твоя на носу. мама и без тебя нормально справится. Господи, она только мешаться сейчас будет, серьезно. Ну что она может? Только отвлекающий маневр. Это же Это... мамина большая иголочка. Ну? Но
Тут драка продолжается. Из оружия до него не добраться. Ох, а это еще подстава. Так мама здесь, наверху? Без иголочки ей тяжело. Но она далеко, и мысли слышно плохо. Ну, я так и Как думал. забраться? Где тут лесенка? Я так и знал, Нет. что без Ани не получится. Но ничего, я все равно спасу маму. Ты не добросишь. Да лети! Да ладно. Добросила, да? Слушайте, а как она грамотно кинула? Знаете, как нужно... Знаете, как сильно надо рукой это обладать, вот этим, чтобы метнуть так, чтобы полетело прямо? Оно бы закрутилось бы на самом деле. Ты не можешь. Так это и не я был. Что там звякнуло вообще? Если бешеная баба заметит, нам кранты. И сам знаю. Надо кончать цель, пока она занята мужиком с мечом. И мы ее завалим. Никто и пискнуть не успеет. Аня, что предпримешь? Но ведь не придется всю жизнь так прятаться. Ну, Как вообще-то... пристрелим, сразу свалим отсюда. За дело. Это что сейчас было? Это сейчас было утомленное солнцем 3, что ли? Это Все точно по плану. конечно. Прямо Сзади Микеланджело. кто-то стрелял? Я так и задумал. Ох, Это же моя. Ну? Ну давай. Следующим выпадом я закончу этот бой. О, давай, включаем великого самурая. Ой, боже мой, ну... Кто быстрее? Вот же дура. Рванула прямиком на него. Кто? Вот то что, ранишь? Чертов дед. Конец балета. Все кончено. Ну да, ясное дело. И она тоже ранена? Или не ранена? Или ранена? Думаю, не ранена. Чем мамина битва закончилась? Разобралась. Как же я устала. Ой, И все благодаря мне. по Надо факту. бы Ольгу с сыном выпустить. Ну, Ллойд, кстати, как он на себе нацепил эту челюсть? Не за что. Меня больше не бомба пугает, а то, что сижу в окружении СГБшников. Да, помогает, да. Что случилось? Прощай, принцесса Лорелея. Позволь мне насладиться сполна твоей предсмертной агонией. Кайфует. Еще одна? Еще одна бомба была? Там еще одна тикает? Одного не пойму, откуда вдруг моя игла так вовремя появилась. Может быть, кто-то помог? Ой, беда. Беги. Вали. Отступаем. Отступаем. Да, наверное, ветром прикатило. Начальник, как вы себя чувствуете? И так медленно к нему идет. Это что? Хочешь сказать, бомба не единственная? Если преступник пытается затопить принцессу, едва ли он обойдется одной слабой бомбой в подсобке. Наверное, надо пассажиров эвакуировать. Но куда? Мы не знаем ни сколько бомб, ни где они. А на судне куча важных шишек. Нельзя поднимать панику. СГБ за репутацию трясется? Очень не советую кричать всем о бомбе. Отправляй всех, кто свободен, на поиски взрывчатки. Команду тоже. И чтобы важные шишки ни черта не просекли. Да. Бывает.
Надо скорее в детскую комнату бежать, а то тетя там будет ругаться. Твою ж, больно-то как. Надо вынуть чертову пулю. В лоб эту бабу не убить. Надо придумать новый план. Но ничего, я до этой Ольки доберусь. Это же злодей! Чего ты вякнула, мелочь? Фу. Так, погоди-ка. Тик-так. Нет, взрывчаткой? А, он в курсе. Так бомбочка спрятана. Так папе не одну найти надо, а много. Ну, где? Это что, тот гад постарался? Черт. Кошмар! Надо предупредить папу. Но я ж теперь не знаю, где он. Да и не могу ничего сказать, не то узнает про меня правду. Здрасте, приехали. Ну, кто мог заминировать лайнер? Да и как я, по их мнению, смотрю нижние палубы? Откуда вообще начать-то? Извините. Что случилось, девочка? Тут какой-то странный дядя игрался с часиками. И постеснялся козявки свои сунуть внутрь. Уберите их, пожалуйста. Молодец. Козявки? Извини, малышка, но я сейчас очень занят. Дебил, намеков не понимаешь. У нас ЧП, тот подозрительный тип. Вряд ли там что-то будет. Но лучше все-таки проверить. Хорошо. Сейчас посмотрю. Господи, он не полный дебил. Непонятного-то? Какой красивый все-таки был салют. Извините, пожалуйста. Завтра на острове. Это кто там? Слышимость отличная. Начальник, не мучайте себя. Похоже, всех наемных убийц уже перебили. Мне сейчас до тебя доберутся. А, нет? Ну, здравствуй, милый ушастик. Куда это ты в одиночку намылился? Пассажира Так возьмешь? ты еще живой. Бомбу, я так понимаю, ты установил? Нас вместе с целью подорвать решил? Что ты тявкаешь, собака побитая? Это шанс отправить на корм рыбам и цели твари из сада. Я ведь уже говорил, что среди пассажиров есть заказчики нашего клиента. Да только из крупных никого. Не переживай. Я взял взрывчатку, которой на Западе пользуются. Если все сложится удачно, это станет поводом для войны, а торговля пойдет в гору. Ох, и обрадуется наш клиент. Черт с ним. Кто Давай их клиент? отплывай. Начнем все с чем? Думаешь, что тут есть место для тебя? На этой лодчонке запасы еды и воды хватит только на меня. Какая жалость. Значит, придется избавиться от тебя. Ну, кто быстрее? Третий грузовой отсек, на крышке уравнительных баков. А еще в котельной. Везде нашлись бомбы, сэр. Да. Судя по вашему описанию, бомбы ставил один человек. Пожалуйста, следуйте инструкциям и учтите мое предупреждение. Как он голос поменял. Следующее. Что? Наверху? Бомба на 8-й палубе? Вот она. В жилой зоне? Мне казалось, что цель потопить корабль. Не обращайте внимания, мы просто чиним часы. Надо увести людей. Нет, скорее всего, времени не хватит. Как быть? Обычное обслуживание. Вы чего? Выкидывай. Выброшу их за борт. Правильно. Сейчас прямо, я уже знаю, куда я сейчас пойду. Подарок перед смертью, я приоткрою тебе завесу тайн. А ну-ка. Вот-вот на корабле начнется второе шоу фейерверков. Симфония, которую красят крики боли и страдания. Я уверен Я сейчас, что... наслажусь ею через жучков, что расставил на Не судне. надо! Надо! Эти часы антикварные! Да, они сейчас тебя взорвут. И сейчас на их бошки, да. Ау, как обидно, как обидно. Это очень обидно. Карма. Пронесло. Там что-то было. Что там было? Может, снова салют? Пустите какой-нибудь анонс, чтобы не допустить паники. Да, конечно, сейчас. Ура! Папа не допустил взрыва, и все благодаря мне. Да. Попалась? Как ты могла сбежать? Ой-ой-ой, тетенька, мне очень сильно какать захотелось. Ну так и сказала бы мне. Пошли назад. Нет, еще ведь бомбочки остались. Чего? Тебе снова по-большому захотелось? Ну все, потопали в туалет. Бомбочки. Проверьте каждую палубу и как можно тщательнее.
Вполне возможно, что террористы до сих пор не покинули судно. Пожалуйста, попросите СГБ выставить круглосуточное наблюдение. Конечно, да. Им хана. Особенно у одного кровь Я идет. слышала вдали звук взрыва. Кто-то из убийц мог от нас ускользнуть. Оставайся начеку. Ну что ж, у нас все готово. Рановато, конечно, но давайте спустим шлюпку. Пожалуйста, сидите под одеялом, пока лайнер не скроется из виду. Хорошо. Удачи на новом месте. Большое тебе спасибо. Ну, ясное дело, конечно. Вы чего? Испачкаетесь ведь Задание в не крови. задание, но жизнь спасти. Мой малыш тоже хочет обняться на прощание. Ну, красавчик. Нельзя, вы меня не слышали. Руки все в крови. Но этими руками вы перевернули страницу жизни моего малыша. Ой, ой, смотрите как. Такие теплые объятия. Да. Бесценно. Возможно, сама ты этого и не желаешь. Быть может, я лезу не в свое дело, но надеюсь. Я надеюсь, что однажды ты со своей семьей сможешь жить тихой и спокойной жизнью. Я молюсь за это. Похоже, проблем не возникнет. Осталось дождаться сигнала от союзного корабля. До самого рассвета оставайся начеку. Будь добра, придержи эмоции при себе. Не забывай, что мы с тобой не более, чем солдаты Астании. Извините. Ах, да, точно. Забыл передать тебе послание. Форджеры хотели бы встретиться с тобой завтра на острове. Ллойд с Аней? Но я на работе. Я сам проверю, не осталось ли на судне убийц. В награду за выполненное задание сходи на встречу с семьей. Хороший мужик. У тебя на лице ушибы, охлади, чтобы не опухли. А еще постарайся не показывать раны на груди. О, Конечно, не покажу. Я купальник надевать не буду. обидно. Ну что ж, кажется, главная угроза миновала. Думаю, дальше СГБ разберется как-нибудь само. Простите, задержался. Малышке терпения не хватило дождаться. Извините. Дело, конечно, срочное было, но я опять бросил семью из-за работы. Слушай, ты спас сейчас всех. Стоп, что ты несешь, Сумрак? Это семья, такая же работа. Хотя, я ведь на особой операции отдых. Тьфу ты, я же не на задании. Он уже запутался, он вообще запутался. Смешивается потихоньку личная и работа. Уходим в рассвет. Так выходит. Идем на восток. Ой, отрубленная. Ой. Без комментариев, просто хочется посмотреть. А, вот и. Доехали. Ну, что могу сказать, завершилась арка. И, если честно, я снова же повторюсь, очень рад, что вот такая целостная арка была.
которая, между прочим, подвела итоги к некоторым размышлениям самих персонажей. Мне очень нравится в этом аниме одна вещь. Понимаете, они не стоят на месте. Персонажи не стоят на месте. Они развиваются, они думают, они сомневаются. За этим очень приятно наблюдать. Итак, на самом деле, прежде всего, что хочется сказать по отношению к данной арке, вообще к данной арке вот этих серий недавних, да, вот по поводу лайнера, да, и вот по поводу всего этого задания, море было, не знаю, это нарисована или компьютерная графика, но создатели постарались просто от души. Каждый кадр пейзажа морского просто забирал все мое внимание, абсолютно. Мне даже кажется, у меня даже подозрение, что были использованы реальные кадры. То есть реальные кадры, и очень грамотно они были сбалансированы с 2D. Вот мне реально так кажется. Ну, потому что там было слишком круто и красиво. Ну, правда. Я правда молча наблюдал и ловил гармонию. Серьезно, глаза радовались каждый раз, когда я наблюдал. По поводу совпадения с экологой, это то, что Аня пошла, ну, ясно было, обязание не обошлось. Она всегда прикроет и папу, и маму всегда прикроет, и грамотно прикрыла всех. Вот Аня у них вообще вот от души краеугольный камень. И знаете, вот представьте маленького ребенка, а? Она реально знает, что... Вот, понимаете... Вот я не знаю, как это объяснить, но так приятно наблюдать за тем моментом, что она тайна, она такая, знаете, такой маленький ангел-хранитель, такой маленький ангелочек, который помогает, что отцу, что маме. Вот серьезно. По поводу иголки. Во-первых, так кинуть, чтобы не завертелось, это нужно уметь это делать. Вот это серьезно, вот у нее слишком грамотно получилось кинуть. И по поводу того, что там подскользнулись. Кстати, между прочим, если кто смотрит сериал «Сёгун», да, в последней серии, и сейчас спойлер будет, сразу говорю, если кто смотрит сериал «Сёгун», там был сейчас момент, когда сын Торанага пытался убить своего дядю и подскользнулся, и то же самое с ним случилось. Или, например, можем вспомнить «Утомленные солнцем 3» у Никиты Михалкова. Сразу повторюсь, гениального режиссера, великолепного режиссера, серьезно. Но почему-то вот, ну неважно, короче, не буду не критиковать, я не так хорошо в кино разбираюсь, чтобы критиковать такого гения. Ну, я слышал просто, что, мягко говоря, фильм не получился. Но я помню, там был такой же момент, что там подстрелили снайпера, потом от этого снайпера там что-то, и в итоге цитадель взорвалась. И автоматическая победа. Понимаете, да? Вот тут то же самое случилось. Подскользнулся, упал, очнулся, гипс. И, если честно, за этим было очень прикольно наблюдать. Очень прикольно. Потому что в данной концепции, в данном жанре, в данной истории, это имеет место быть, и это, ну, правда, выглядело от души, серьезно. Очень-очень такая красивая вишенка на торте, такое яркое, красивое, классическое, между прочим, совпадение, которое здесь очень хорошо сработало на эмоцию зрителя. Великолепно. Так, по поводу Ллойда хотелось сказать. Ллойд, если честно, вот видели, да, какой макияж он на себя наделал? К слову, вопрос, он что, всегда с собой чемоданчик с гримом носит с собой? Серьезно, он же должен был сейчас все вот это подготовить. Грамотную маску, грамотный грим, грамотное это наложение. Во-первых, чтобы так сделать, нужно капец долго, много часов. Во-вторых, у него, знаете, какой чемоданчик отдельный нужен, чтобы вот это, вот все, что вот он на себе, на лицо накорякал, все это сделать? Немалый. Это 2. В-третьих, как он так быстро раздобыл форму? Он что, подготовился к этому ко всему на всякий случай? Не знаю. Кстати, между прочим, мне напомнил этот момент. Вот, знаете, вот у него была такая челюсть. Вот такая у него была челюсть. Напомнила, между прочим, великого актера. Мастера. Считается, между прочим, этот человек считается величайшим актером 20 века. Величайшим. Марлона Брандо, который... Сейчас такое маленькое отступление будет, который... знаете, как получил фильм роль в культовом фильме «Крестный отец». Культовую роль. Свою культовую роль, которую он оставил за собой. И фильм, и роль. Короче, что он сделал?
когда у него были в гостях и режиссер, и сценарист-писатель книги. Короче, он предоставил свое видение, он вставил в свои... Вот, между прочим, может быть, Ллойд здесь это использовал. Он по-быстренькому вставил в свою челюсть, ну, то есть под губу, под нижнюю губу, он салфетки вставил, чтобы они выглядели вот так. Вот так выглядели. И потом вот так начал говорить. По поводу голоса, то, что он меняет... Ничего не берусь утверждать, это вполне можно сделать, если человек очень хорошо натренированный, но поменять полностью все лицо, это надо умудриться. Так что, может быть, он правда салфетки вставил, как Марлон Брандо. Ну, то есть, может быть, что-то он по-быстренькому накорякал. И учитывая, что все были под аффектом, все под страхом, никто ни черта не заметил, даже СГБшники. Хотя это профессиональные ребята, контрразведчики, которые должны замечать какие-то вещи. Что ж, и мафиозную семью спасли. Мафиозную семью спасли. Ушли от правосудия. Хотя женщина ни в чем не виновата, да и ее ребенок тоже ни в чем не виноват. Они просто хотят жить нормально. Не хотят больше быть связанным со всем этим. И спокойно уехали, и спокойно ушли. И, между прочим, это было, мне кажется, первое задание Йор, что она спасла чью-то жизнь, а не убила. Вот понимаете, в чем дело? По сути, это задание дало ей понять, зачем она это делает. Если честно, не совсем с этим согласен, потому что... Хотя Бог его знает, господи, кто я такой, чтобы судить людей, которые вот занимаются подобными вещами? Они знают больше меня, они знают, и они видели в 100 раз больше меня, так что кто я такой? Факт в том, что она просто хочет вот таких молодое поколение, как Аня, и такое молодое поколение, как этот маленький ребенок, спасти от всего того, что ей пришлось пройти, что пришлось отчасти пройти ее младшему брату, и продолжит свое дело. И вот Астания и Весталис до сих пор будут драться друг с другом хотя бы вот на этом холодном уровне, такая в холодную войну. Они считают это намного лучше, чем снова развязать гигантскую войну. Уж лучше будет так, чем так. Потому что люди, которые видели 1000 смертей, они уж, поверьте, выберут одну, чем 1000. Что ж это была 9-я серия «Семья шпиона». Благодарю, если смотрели это вместе со мной. Если вам понравилось, будьте добры, поставьте лайк, подпишитесь на канал, группу ВКонтакте и обязательно на Бусти, где я выложу данную серию абсолютно без каких-либо ограничений, без рамок и с прекрасной музыкой. Удачи!